У Konami большие планы на eFootball, и это может показаться шуткой, учитывая весь контент, который фигурирует на протяжении последнего месяца. Но с другой стороны, февраль и март никогда не были теми самыми месяцами, когда в игре было много интересного контента. Самый главный завоз и все последующее начиналось именно с апреля. Апреля и последующих месяцев, потому что, как правило, в апреле у нас выходили глобальные обновления игры, в мае у нас была праздничная кампания, ну а летом, как правило, проходили какие-нибудь турниры. Чемпионат Европы с Кубком Америки, клубный чемпионат мира и в этом году также чемпионат мира, только уже среди национальных команд. Не так давно в своем телеграм-канале я поделился дорожной картой собственного производства, которая повествует о планах Konami на ближайшее время. Она была составлена исходя из тех планов, которые были озвучены самими разработчиками, как в отношении апрельского обновления с Мастер-лигой, которые уже подтверждены на 100%, так и просто слухов, предположений и просто исходящего опыта из предыдущих лет, как в отношении компании с 9-летием мобильной версии игры. В общем, обо всем этом и предлагаю сегодня поговорить. Я в эти игры уже играл! Говорю, что я уже играл в них! Не проблема, приятель. Пополни Steam с нулевой комиссией на PlayRock и купи себе новые. К слову, PlayRock — это топовый маркетплейс, где ты найдешь сотни игр, донат, ключи, предметы и все это по самым выгодным ценам. Удобные способы оплаты, быстрая выдача и круглосуточная поддержка по любым вопросам. Метовые паки в eFootball продолжают появляться, и чтобы быть готовым к очередному эпику или бигтайму, можно закупиться монетами по выгодным ценам, так еще и со скидкой. Выбираем любой понравившийся нам вариант, оплачиваем его удобным способом по карте или СБП, и товар спустя минуту уже у нас. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. 1000 товаров по низким ценам и пополнение Steam без комиссии по моему промокоду. Ссылка в описании. Мы начинаем именно с апреля, потому что, как упоминалось ранее, февраль и март никогда не изобиловали каким-то интересным контентом. Как правило, были какие-то такие промежуточные кампании, но своей глобальностью, интересным контентом, в частности для тех же самых фри-то-плейщиков, они особо не отличались. Поэтому стартуем с апреля. И как было заявлено самими разработчиками в рамках последнего eFootball Connect, где они отвечали на вопросы, делились дальнейшими планами, они подтвердили, что в апреле нас ожидает глобальное обновление игры. По сути, апрель всегда был вот таким вот промежуточным весенним месяцем до наступления прям каких-то интересных и глобальных кампаний. Но перед этим вот всегда было апрельское обновление. Взять хотя бы вот прошлогодний апрель и прошлогоднее обновление. Оно тогда тоже было весомым и обновило игровой процесс. Но вместе с этим обновлением в этом году нас также ожидает и релиз Мастер-лиги, которую мы ждали последние 4 года, 5 лет. Другой вопрос в том, насколько похожей она будет на то, что было раньше, насколько играбельной и насколько интересной она получится по итогу, но это уже вопросы вторые, третьи и десятые. Самое главное дождаться, а мы уже буквально на пороге этого, поэтому не ждем, а готовимся. Я думаю, что этого будет более чем достаточно, чтобы занять нас с вами на апрель, поэтому плавно перетекаем к маю, и по сути большую часть этого месяца занимает праздничная кампания в честь дня рождения мобильной версии eFootball. Мобильная версия PES появилась на свет где-то в конце мая 2017 года, буквально в 20-х числах, и каждый год после этого Konami праздновали ее день рождения и проводили в игре соответствующие кампании. В прошлом году это была кампания с раздачей очередных эпиков. Ну, помните, Батистута, Майкл Оуэн, Объятие и так далее. И вот поэтому будет интересно, кого же будут раздавать на этот раз. И какой бы интересной кампании не получилось бы в мае, это все равно своего рода разогрев перед июнем и июлем, потому что именно в этот промежуток времени у нас стартует чемпионат мира по футболу. И, конечно же, вне зависимости от того, будет ли он лицензирован в eFootball, не будет, в любом случае нас ожидает глобальная кампания с национальными сборными. А те, кто застали кампанию по чемпионату мира 22 года, не дадут соврать мне, что это была одна из самых лучших кампаний, которая проводилась в eFootball. Паки национальных сборных, бигтаймовские карточки с отличительными празднованиями, интересные ивенты. Ну как интересные ивенты? Помимо привычных нам ивентов на голду с прохождением национальных команд, по-моему, если я не ошибаюсь, был еще ивент аналогичный
Поэтому только с ограничением на карточке. Надо было играть молодыми футболистами, там, до 21 года, по-моему. То есть тот же самый ивент на голду, но только с некоторыми условиями для того, чтобы его проходить. Какое-никакое, но разнообразие. Но в целом та национальная кампания в честь чемпионата мира была действительно увлекательной, и вместе с ней было, ощутимо такое обновление игры, чего стоит ожидать, я думаю, и в этом году. Но это не единственное, что запланировано у Konami на лето, потому что летом, как они заявляли, они добавят фильтр от умного помощника. Да, то, что мы так ждали давно, это фильтр, который позволит нам отсеивать игроков с умным помощником. Правда, как именно он будет работать и, самое главное, будет ли он распространяться на дивизионы, нам еще предстоит узнать. Но сам факт того, что мы наконец-то увидим нечто подобное в игре, конечно же, не может не радовать. Ну и куда менее примечательное для нас, но все-таки выпадающая также на июнь, это релиз eFootball на Nintendo Switch 2. Отличительной особенностью этой версии станет тот факт, что в ней будет отсутствовать Dream Team, то есть по сути ядро самой eFootball. Она не будет именно что free-to-play, я так понимаю, она будет продаваться за определенный прайс, по сути, как и все остальные игры на Nintendo Switch. Да и в целом по своей концепции, по набору режимов, которые будут присутствовать в этой версии игры, она будет, так ощутимо отличаться от того, что мы наблюдаем на мобилках, консолях и, соответственно, ПК. Июнь и июль у нас заняты, поэтому переходим на август, и тут самое очевидное — это релиз eFootball 2027. Точнее как, скорее просто глобальное обновление до нового сезона 26-27. Обновление составов, какие-нибудь трансферные паки, какие-нибудь новые дизайны эпических карточек, там 3 навыка для донатных карточек и так далее, так далее, так далее. Может быть, даже сокровища завезут со стартом нового сезона, а почему бы и нет? Во всяком случае, в августе после чемпионата мира нам также будет чем заняться.